Всем привет, друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с очень хорошей домашней маской для волос, которая отлично подойдет, если вы страдаете такими проблемами, как, например, выпадение волос. То есть, если волосы очень сильно выпадают, компоненты, которые входят в состав этой маски, способны очень хорошо укреплять волосяные луковицы. И что еще немаловажно, они способны пробуждать спящие волосяные фолликулы и тем самым увеличивая объем на ваших волосах. Также эта маска отлично подходит тем, у кого волосы испорчены по разным причинам, будь то термические какие-то частые использования, либо может быть нехватка витаминов, либо сейчас после холодов наши волосы просто очень сильно хотят, чтобы за ними поухаживали и напитали их полезными витаминами и макро-микроэлементами. Такая маска способна преобразить за короткое время ваши волосы. Все, что для этого нужно, я сейчас вам расскажу. Итак, в состав этой маски нам понадобится будет сухой горчичный порошок, потом одно яйцо, немножко оливкового масла и сахар. Я использую коричневый сахар, вы можете использовать белый. Итак, в специально подготовленную мисочку я добавляю 2 чайные ложки сухой горчицы. Это наш главный компонент маски. В горчице добавляем одно яйцо, полностью белок и желток. Затем в нашу маску отправляем 2 чайные ложки оливкового масла. И последний компонент – это 2 чайные ложки сахара. Опять же напоминаю, я использую коричневый сахар, вы можете использовать обычный белый. Теперь все компоненты очень хорошо перемешиваем. Перемешали все компоненты и смотрите, по консистенции наша масочка должна быть вот такая, она густоватая и тянучая. Итак, почему именно эти компоненты? Все очень просто. Дело в том, что горчица, она выступает таким очень классным раздражителем и стимулятором. Именно горчичка, когда попадает к нам в волосяные фолликулы, хорошо ее стимулирует, раздражает, кровь приливает к волосяным луковицам и разносит все остальные очень важные для здоровья и красоты наших волос компонентов, такие, которые есть в составе нашего оливкового масла, которое считается чуть ли не номером 1 для красоты наших волос и здоровья. В его составе есть огромнейшее количество полезных микро-макроэлементов и витаминов. Также желток – это концентрат витаминов А и Е, это витамины красоты, которые также способны как лечить, так и просто преображать на глазах наши волосы. Сахар выступает таким проводником, который помогает связать между собой все эти компоненты и усилить действие друг друга. Поэтому я вам очень советую эту маску попробовать, по крайней мере у нее много положительных отзывов. Теперь немаловажное то, как наносить эту масочку. Маска это, вот именно такое количество, она рассчитана конкретно на то, чтобы хорошо простимулировать корни волос. То есть как это делаю я? С помощью специального такого гребешка с таким тоненьким стержнем я разделяю волосы на вот такие вот пряди и хорошо с помощью кисточки макаю в маску и прям вот такими надавливающими движениями прям туда хорошо так втираю в корни волос. Когда вы нанесли маску полностью по всем корням вашей головы, да, вы такими легкими движениями обязательно все промассажируете, чтобы оно лучше впиталось и чтобы кровь снова смогла хорошо проциркулировать. Вот. Если маска остается, я обычно как делаю? Я беру и протягиваю еще эту масочку аккуратненько по всей длине волос. Вот. Если же нет, этого тоже будет вполне достаточно. Вы, конечно, можете сделать в большем количестве, то есть добавить, например, не такое количество, как я вам сказала, а все удвоить. То есть там 4 столовые ложки горчицы, 2 яйца, и тогда у вас получится большее количество этой маски. Маску эту, кстати, вы можете сделать и хранить в холодильнике. Только самое главное, если у вас осталась эта масочка, вы обязательно храните ее в холодильнике не больше недели. Вот. И перед применением, это очень важно, обязательно ее слегка подогревайте, чтобы она была такой слегка тепловатой. Холодную маску ни в коем случае в голову не втираем, иначе вы можете добиться обратного эффекта. Также обязательно помните, что вы должны делать тест на чувствительность и на аллергию. Взяли чуть-чуть этой маски, помазали здесь вот в этом месте, здесь у нас очень нежная кожа, и понаблюдали 5-10 минут. Если не покраснела, не появилось никаких выступаний, можете использовать ее. Надеюсь, что вам этот рецепт был очень полезен, потому что я считаю его очень эффективным. Маску достаточно делать 2 раза в неделю на протяжении месяца. И через месяц вы уже увидите первый долгожданный, очень такой, который видно невооруженным глазом, эффект.
Я желаю вам крепкого здоровья, оставайтесь здоровыми, красивыми как снаружи, так и внутри. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Увидимся в новых видео. Всем пока!